Итак, оба рукава готовы. Полочка со спинкой тоже готовы. Теперь остается соединить рукав с кофточкой. Давайте вывернем наизнанку. Для начала вам нужно вставить рукав внутрь, совместить линии шва, рукава и бокового шва на блузке, совместить линии плеча на блузке и на рукаве и равномерно вколоть этот рукавчик в пройму. Верх рукава будет немножечко присобран. Теперь просто проложите строчку на сантиметр от края, чтобы вшить рукав в пройму. Итак, я вшила рукава. Теперь самая интересная, самая веселая часть работы. Зашить сетку вот здесь вот оставшиеся участки, которые идут вдоль рукава. Это самое мое нелюбимое место, поскольку ну неровно тут все неровно. Приходится выкладывать все какими-то маленькими кусочками, маленькими участками. Чтобы вот изгаляться с этими маленькими участками, я применяю кучу всяких разных подушечек. Давайте попробуем вот эту вот часть шить на большой подушке, да, вот как-то вот так. Вот смотрите, я могу разместить, допустим, только вот этот вот участок работы, наколоть его, выпрямить вот часть, вот эта часть рукава и вот эта часть полочки. Даже вот эту часть я не смогу шить, мне потом придется переставлять снова. Иначе у нас с вами не получится сетка, которая сядет на фигуру. В общем, я выбрала вот этот вот небольшой участок, и именно его я сейчас буду фиксировать для работы. На пройме, вот на рукаве нужно работать особо тщательно, особо внимательно, не торопиться, для того, чтобы у вас потом изделие по пройме нормально легло. Потому что от этого потом зависеть будет, насколько хорошо у вас изделие сядет на фигуру. Итак, фиксируем выбранный участок. Фиксируем надежно и тщательно периметр, потом каждую детальку. И отшиваем сеточку вот на этом маленьком участке. Вот здесь вот осталось очень много места, чтобы было меньше сетки. Я сюда вот добавлю вот такой вот завиток. Итак, я зафиксировала вот этот вот участок на стыке проймы и рукава. И вот приблизительно вот по вот эти вот места, даже вот здесь вот так вот. Вот этот вот участок, вот этот вот сейчас я буду отшивать сеткой. Итак, сетка вот в этом месте вдоль проймы отшита. Теперь убираем булавки и передвигаем работу на другое место. Итак, будем передвигаться. Я решила, что я буду шить вот теперь со стороны спинки. Вот этот вот участок, он более-менее прямой. Ну, то есть самые сложные участки, это вот сам участок под мышкой и вот это вот плечо, да. Вот сейчас я сделала вот этот вот участок вдоль проймы спереди. А теперь буду делать вот этот вот участок, который более-менее ровный вдоль спинки. Точно так же подушку, да. И вот я теперь вот выровняю вот это вот плечо и постараюсь его как-то вот натянуть, зафиксировать. Что-то у меня с большим планшетом ничего не получается. Сейчас буду пробовать как-то разместить вот на этих подушках участок. Вот смотрите, вот такая вот овальная подушка. Вот на ней как раз вот удобно. Она вот вошла и в рукав, ее часть вошла. И со стороны полочки. Вот этот вот кусочек я могу теперь зафиксировать. И вот, наверное, вот до этого места
вот до этого, можно будет собрать и отшить сеточку. Потому что большой планшет вот уже не поместился, потому что вот нужно заходить на рукав. Получается, что большой планшет совсем неудобный. Поэтому, конечно, нужно запастись и вот такими подушечками, и такими вот поменьше. Мало ли где, куда нужно будет подсунуться. Ну, а теперь, как обычно, да, фиксируем ткань на выбранном участке для работы и фиксируем каждую детальку. И потом шьем сеточку. Вот, надеюсь, достаточно много булавочек вколола. Теперь буду отшивать вот этот вот кусочек сеточкой. Так, со стороны спинки вот в этом месте сеточка готова, да, соединился рукав. Убираю булавки и перехожу на другой участок работы. Итак, двигаемся дальше. Вот рукав спереди соединен с полочкой. Со стороны спинки сеточка готова. Теперь осталось вот два участка. Вот это вот в районе плеча, вот такой небольшой кусочек нужно заполнить сеточкой. И в районе подмышки, да, вот в самом низу, вот под мышкой, вот здесь вот тоже вот нужно маленькими кусочками вот так выкладывать, делать сетку. Давайте, вот сейчас я хочу вот этот вот кусочек зашить, да, плечу. Ну, я возьму вот две такие вот подушки. Вот как-то их поплотнее сложу. Вот так вот. Вот так вот одну подушку в рукав можно подзасунуть. Вот, смотрите. И вот она, эта подушка, как будто вот окат плеча повторяет. Ну и вторую подушку рядышком вот тут вот поставить. И теперь нужно это все натянуть и вколоть булавки. Вколоть булавки и зафиксировать вот эту вот конструкцию так, чтобы вот тут вот на окате плеча было удобно отшивать сеточку. То есть это все, опять же, все в подушечке, все это фиксируется булавками. Да, главное на вот таких вот маленьких участках, на скруглениях не торопиться и делать все постепенно и по порядку. Потому что, чтобы у вас линия плеча повторилась красиво и правильно, как на выкройке, вот используйте вот такие вот подушки. И вот тогда вот этот вот окат плеча у вас разместится правильно, и вот вы сможете на этом участке отшить вот сеточку. Итак, с областью плеча, вот с этим кусочком сеточки я справилась, и снова будем передвигаться. Убираю булавки. Итак, это теперь осталось не зашитое только место под мышкой. Вот где сходятся швы, боковой шов блузки и шов рукава. Вот этот кусочек тоже я рекомендую вам зашивать небольшими такими вот участками. Вот взяли вот этот вот небольшой участок, правильно разместили на нем элементы, какие должны быть, и фиксируем его булавками. Здесь вообще я как бы участок небольшой, но тем не менее я буду его делить на два кусочка. Сначала вот эту вот область растяну, зафиксирую и отошью, а потом следующий. Потому что для того, чтобы у вас не деформировалось ничего, в таких местах, вот труднодоступных, типа как подмышки, приходится вот немножечко повозиться для того, чтобы получить хороший результат. Итак, закрепляем, да? Закрепляем вот этот вот участок и отшиваем вот этот вот маленький кусочек. Вот этот участок готов, да, сеточку я сделала. И опять убираю булавки и будем передвигать работу на другой участок. Итак, смотрите, вот это вот у нас как раз вот перекресток между двумя швами. Да, боковой шов и шов втачивания рукава. И остался вот один небольшой участок. Сейчас вот я попробую повернуть подушку так, чтобы этот участок разместился и растянулся удобно, да. То есть главное не торопиться. Когда зашиваете вот такие трудные места, пусть этот участок будет маленьким, но зато вы его отошьете, не деформируя полотно, да.
Пусть это будет маленький участок. Вот растяните его. И вот, в принципе, вот у нас уже все, да. Вот рукав закончен. Остался вот один маленький кусочек. Сейчас поправьте, если элементы где-то сместились, поправьте их. Зафиксируйте в правильном положении, так как они должны быть на вашем рисунке. И вот остался маленький кусочек. Ну вот, смотрите, на этом участке тоже я отшила сетку. Весь рукав, получается, я закончила. Убираю иголки. Так, иголки я убрала, убираю подушку. Вот смотрите, у нас пройма полностью отшита, готова с одной стороны. Полочка, спинка, да, вот рукавчик вшит. Второй рукавчик, да, второй рукавчик. Вот это вот сетку вдоль проймы делайте точно так же. Используйте маленькие подушечки и зашивайте сетку. И в принципе мы с вами приближаемся к концу. Дальше самое интересное. Дальше будет готовая блузка. Вот, надеюсь, я вам достаточно хорошо объяснила, как втачать рукава в блузку, да. Ну, этот урок я уже заканчиваю, и готовую блузку я вам уже покажу в следующем видео. Желаю вам всего самого хорошего. До свидания, до новой встречи.